Yendaba yami mbu. Yendaba yami le, this is my story. Yendaba yami. Yendaba yami le, this is my story. Kiphakamise, this is my story. Phakamise. Hold me up, Hold me. this is my story. Yendaba yami. Yendaba yami le, this is my story. Вот сегодня сошли на белую трассу. Так, идем по оранжевому. И что-то 50 километров проехали и встали. Вот уже идем 2 часа и ничего не происходит. Вот такая вот грунтовка. Еще 100 километров. Ребята, река Кунени весь день провели на жаре. Хочется искупаться, но, увы, она кишит крокодилами на другой стороне. Ангола. А Люба набирает воду. Все вроде бы под контролем. Вот мы только что зачерпнули водички, и вынырнул крокодил из этой реки. И теперь все понятно, почему здесь ни одна душа не живет. Сейчас мы подойдем поближе и сделаем зум. Я не пойду ближе. Ну вот, я первый раз вижу крокодилов вне зоопарка и в дикой природе. крокодиловой ферме. Очень интересно. В Ниле мы только... Это были крокодилы как предчувствие, а тут всплыл. Да-да-да-да. Мы только что водички тут набрали. А мы только что обсуждали, спать здесь или пойти поглубже в лес. Больше нет вопросов. Вопросов нет. Ребята, у нас хомяк в палатке. Сейчас вы увидите нашего хомячка. Ну, кот, ну его нужно выгонять. Я за выгоняние хомячка. Ой, вообще он не хочет выходить. Так. Ты опять, и опять в норку. Он там уже живет. Ой. Но, друзья, все-таки выбрались из Руаканы в Ипупу. И вот на второй день застопили машину, едем в Ипупу. Это какая-то скорая машина. Люба тоже ей. Любе тоже скорая нужна. Она себя не очень хорошо чувствует. А девушка вот тоже болеет. Ее везут по скорой, и мы вместе с ней. Малыш, скажи что-нибудь. Жарко. J'ai football en hier, donc pas pour l'équipe. J'ai télescope hier, donc Ой, ребята, в госпиталь приехали. И здесь вот нам помогли. Проехали 100 километров. А здесь такие люди, представляете, все лечатся. Вот детей вообще у них немерено. The problem of them, they don't want work. Две девушки из племени Химба поутру пришли набирать воду. Характерной особенностью традиционного костюма женщины из племени Химба является отсутствие какой-либо прикрывашки на грудь. И здесь такие стандарты общества, что никто на это не обращает ни на какого внимания. Грудь и грудь. Только Игорь ходит и отмечает, у кого какой размер, у кого отросли, у кого нет, у кого старые, у кого свежие. Игорь у нас уже эксперт по сиськам Химба. Слушайте, ребят, здесь совсем другое отношение к этим объектам. Как ты их уже смотришь так оценивающе, потому что они примелькались. Вчера сидел в госпитале, и вокруг меня толпа этих женщин. И вот я даже не знаю, кто за кем наблюдал-то. Встали в 5:30 утра, чтобы сюда прийти до рассвета и встретить рассвет в этом сногсшибательном месте. Ребят, ну вот мы посмотрели все, пока билетеры спали, поэтому без оплаты. А так смотровая площадка по 40 намибийских долларов. Ну что ты можешь сказать про водопад Ипуп? Ипуп, конечно, поинтереснее, чем Руакана, но место супер туристичное. Прямо автобусами людей сюда возят.
Здесь какие-то удивительные камни. Их будто облили нефтью. И они совершенно сухие, а выглядят как мокрые. Игорь говорит, что это камни-блестуны. И вот он сейчас уходит вдаль камней-блестунов. О, народ, вот такой вьюпоинт. Люба, ты куда? Земля, земля, земля. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Такой кактусвенчик. У нас с Игорем есть устойчивое ощущение, что мы вернулись в Путапарте. Точно такие же формации скал, цвета, каньончики. Вот я нашла рогатку Химба. Вот после похода по каньонам и горишечкам я нашла такие драгоценности. Круто, правда? Но никуда не повезу, оставлю здесь. Зеленый камень приковывает мое внимание. Ну вот это тот самый знаменитый сброс водопада Ипупа. Надо дождаться сезона дождей, который наступит в декабре. И здесь будет много воды и будет гораздо грандиознее зрелище. Но даже с тем, что есть, поверьте, это впечатляет. У края пропасти расти может что угодно, но баобаб — зрелище фантастическое. И дальше сброс 100 метров. Смотрите, какая интересная корневая система у этого баобаба. И она настолько мягкая, что вот все, кто здесь был, все об этом написали. А баобаб, бедняжечка, вот стоит, осенний, без листьев. Вот, друзья, перед вами 4 баобаба, и все разноцветные. Let's be very, very careful. Yes. Now you got it. Yoo-hoo. Yeah, that's a little bit. I think somebody took out the one stick because I see one stick is not in there. Yes, be very careful. I don't know how will you go down. Just be very careful. Yoo-hoo. Yo-ho! Ну как ощущенечко? Да как там на баобабе? Ну нормально, просто вот эти такие палочки ненадежные. И если одна обломается, то удержаться будет нелегко. Красота Ипупы. Это не только груди черных женщин, но и водопад. Догадайтесь, что Мальцев видит во сне последнюю неделю. Ребята, но мы, когда вчера увидели с Игорем это безобразие, мы сразу поняли, что остаемся. Как минимум на сутки. В Ипупе есть несколько вариантов размещения. Все это кемпсайты, вдоль реки идут. Мы с Игорем выбрали самый дешевый, называется комьюнити кэмп.
И в том, даже в самом дешевом, выпросили себе скидку 50%. То есть ночевка в кемпе комьюнити стоит 100 намибийских долларов с человека, а мы платим за двоих. 100 намибийских долларов это порядка 6 американских долларов. Сейчас покажем условия в нашем комьюнити-кемпе в Ипупе. Раковина у входа. И пройдемте, пожалуйста, за шторочку. Туалетики. Душевая кабина раз. Без шторы. Унитаз, на крышке которого лежат камни. Не использовать. А вот тут удобство для стеснительных со шторочками. Душевая кабинка номер 2. И занавеска. И довольно чистый унитаз, который сегодня еще раз чистили. Это мы видели достоверно. Вот так и живем. Вот так неожиданно между двумя заборами таксофон. Телеком Намибия. Пойдем послушаем, есть гудочки или нету. В детстве такие автоматы у нас были по всему Воронежу. И тоже находились вот такие вандалы, которые разбирали, отрывали трубки. Что здесь сделали? Посмотрите. Вот так и закончились таксофоны в России также. Никто уже никогда здесь никому не позвонит. А мы хотели родителям. Позвоните родителям. Вторая ночевка у нас в Ипупе. Костерок горит, палаточка стоит. Мы окружены забором муниципального лагеря, как мы уже много раз сказали. Река шумит. Игорь. Трудовые будни. Завтра едем на горячие источники. А то любит так холодно, хочет она попариться. Ой, кажется, нас сейчас подберут. Добрые люди. Мы сегодня планировали проехать 70 километров от Ипупы и заночевать возле горячего источника. Но так получилось, что мы отъехали 360 километров от Ипупы и ночуем в 12 километров от другого горячего источника, на который мы переключили свое внимание в дороге. Сегодня мы разбили лагерь под деревом Мапана-3. И сейчас Люба поведает историю об этом дереве. Крылышки ангелочка. Значит так. Как это все знание от племени Химба, где женщины ходят без лифчиков. Можно эти листики вот так пожухать и приложить к ранке. И тогда ранка очень быстро заживет. А если вы едете в машине и чувствуете себя плохо, это motion sickness, то вообще этот листик надо пожевать и скушать. Вы почувствуете себя сонливо, но тошнота пройдет. И путешествие не доставит много дискомфорта. А еще у этого дерева фантастические семена. Смотрите. Вот так выглядит в оберточке. Теперь я ее так делаю. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик. И внутри лежит семя, которое похоже на мозг. А вот эти точечки внутри, они богаты эфирными маслами. И если вот так немножечко пожмакать, прям чувствуется, как они лопаются в руке, то запах что-то среднее между, или какой-то микс мяты, эвкалипта и немножечко, я даже не знаю, но какой-то в такой фруктово-насыщенный, освежающий, пробуждающий. И эти эфирные масла, они настолько сильные, что когда у людей насморк, они делают ингаляции над этими семечками, и насморк проходит. А еще нам показал секретик человек, который рассказывал это все. Сейчас у меня пальцы в эфирных маслах, они липкие. И если я докоснусь чуть-чуть до пыли, вот так, чуть-чуть, только чуть-чуть, чик, происходит реакция нейтрализации. Все, мои пальцы больше не липкие, просто при соприкосновении с пылью. Я считаю, это фантастика, друзья. Так называется наше следующее приключение в Намибии. Там еще нас ждет горячий источник. Посмотрим. Первый горячий источник в Намибии. Что это такое? Что там у тебя? Водичка. Нам в дорогу на 6 километров, может быть, хватит. Сейчас нас подвозил человек, у которого работа искать львов и говорить, где они находятся. И сообщать всем. Классная работа, правда? Да.
искали на карте горячие источники, 6 километров, шли вообще по 40-градусной жаре, отыскали вот такую вот тень, вот такой прудик, а скоро внизу будет водопадик. Друзья, мы вчера проезжали город под названием Апуа, что в переводе с химба языка обозначает «все, конец». И в этом городе конец. Вообще такое разнокультурье, вы обалдеете. Люди куда-то ездят искать этих людей, которые не носят лифчиков или ходят в набедренных повязках. А там они прям в супермаркете покупают себе эту кукурузную муку и прочее, то, что им нужно, чтобы кушать. И вот это сочетание несочетаемого, встреча различных культур в супермаркете, это, конечно, вообще зрелище, которое стоит дорогого. А еще нас вчера подвозил человек, который поселил в моей голове новую фобию. Фобия называется черный носорог. Оказывается, черный носорог убьет человека просто потому, что учует его запах. Ему не нравится, что по его территории ходят человеки. И оказывается, носороги на самом деле, если они чувствуют запах костра, они прибегают и затаптывают его. Вот Вы посмотрели фильм «Боги сошли с ума», который мы вам рекомендовали к просмотру? Там про это есть. Увы, в этом месте покупки входного билетика не избежать. Идем сдаваться и платить по 60 намибийских долларов с человека, чтобы покупаться в горячем источнике и посмотреть водопад, которого нет, потому что сезон дождей не скоро. Ребята, здесь такие интересные формации вообще. Как будто вот только позавчера натекло и застыло. А Люба по ним лазить не хочет. Люба, быстро на скалы. Слушайте, я нашла пещерку для медитации. Надо немного только почистить. Намибия продолжает удивлять своими красотами. И вот такие луночки есть на горячем источнике. Источник сам не горячий, не особенно горячий. Но вот эти лунки, они очень освежают 40-градусную жару. Пару слов, Люба. Продолжаем кайфовать. Подписывайтесь на SkyTramp и кайфуйте вместе с нами. Секретик горячего источника раскрыт. Видите вот эту дырку прямо по курсу? Из нее течет горячая вода, а изо всех остальных отверстий холодная. Вот такой вот микрогорячий источник. Но маркетинг делает свое дело, и люди сюда приезжают ради горячего источника. Вот отсюда течет горячая вода. И только. Друзья, ну счастье выглядит вот так. Вот это счастьишко. Голова помыта, трусы постираны, воды хватит надолго вперед. Река течет, палатка стоит, сейчас огонь будем зажигать. Excuse me, can you take picture with you, huh? Please? Huh? We're just walking, it's all. Huh? Can you translate, please? She asking for something like money. But we're walking, even no car, just by foot. For 20. Nothing, walking. Такой сегодня медитативный день. То стоим, то сидим, то едем. А там вдали, смотрите, какая столовая гора. Там можно взлетную полосу делать.
Вообще здесь сногсшибательные горы. Посмотрите вокруг. И мы уже увидели пустынных слонов. Нам обещали вот здесь вот пустынных львов. И проехали также вот пустынных носорогов. Но носорогов не увидели, слонов увидели, львов, надеемся, может, вечером придут, пока не видать. Смотрите, ребят, какие кристаллы находятся здесь, прямо валяются на дороге, можно сказать. Ребята, тут этого добра полным-полно. Кошмар. Золотая лихорадка даже просыпается. Ничего с собой не возьмешь. А вот, смотрите, вот это образечек. А? Как вам такая вселенная? Ух, еще такое сокровище найдено. Чем дальше в пустыню, тем больше становится размер кактусов. Мы с Игорем придумали дженгу из камней на обочине дороги, пока не приходят машины. Задача игрока построить пирамидку на камушек больше, чем предыдущая. Вот это пока что пирамидка-победитель, в ней 13 камней. Принадлежит Игорю. А сегодня наша палаточка стояла в таком русле реки. Галечный пляж. Как спалось, Егор? Good, very good. Спокойно и умиротворенно. Скажи, а почему ты без штанов, но в куртке? Потому что прихватывает. Что прихватывает? Кухня у нас на возвышенности. Костерок горит. Сейчас будем заваривать кофе. Кофе, кстати, продается и в Ботсване, и в Намибии. И мы уже 2 страны не отказываем себе в этом прекрасном напитке. Ночью в пустыне все замерзают. И с первыми лучиками солнца начинают потихонечку отогреваться. Хочешь жить? Сливайся с веточкой. Посмотрите, какой потрясающий красавец нам попался на ветке дровишек с утра. Мы застопили целый автобус. И сейчас в Каманьяп поедем вместе с целым автобусом туристов. Время ожидания составило практически 20 часов. И вот мы продолжаем наше путешествие в автобусе. Тем временем мы продолжаем смотреть себе под ноги в Намибии и находить уникальные экземпляры камней. А мы поедем леопардов посмотрим. Еще осталось 200 километров. Не только посмотрим, но и покормим, друзья. Будем Потрогаем кидать мясо. This is my story. This is my story. Hold me up. This is my story.